Привет, друзья! Ну что, готовы? Сегодня очередной выпуск из рубрики «Прямо из Бельгии». И представлю я вам пиво от пивоварни Tall Poppy Brewing Company. Сегодня продегустируем 3 сорта этой совсем молодой пивоварни. Это Hoppy Farmhouse Ale, Cocoa Infused Brown Porterish и V Heavy. Пивоварня Tall Poppy, в переводе «Высокий маг», открыта в сентябре сего года в поселке Эдеген, провинции Антверпен. Ее основатель Джо Оллен – биоинженер по специальности. Его основная работа в одном из крупнейших в Бельгии игроков в области цифровой бизнес-интеграции – компании Krones, где он, собственно, и снимает помещение для своей пивоварни. А что далеко ходить? Удобно, когда обе работы в шаговой доступности. До момента основания собственной пивоварни он около 5 лет экспериментировал в домашних условиях. Что же сам пивовар говорит о своей пивоварне? Мы варим пиво легко и просто, даже если ни один из наших сортов пива никогда не станет обыкновенным или простым. Мы варим ароматное пиво беспрепятственно, по соглашению или предубеждению. Мы варим интересное пиво. Пиво, кроме банального, это слоган пивоварни. Не позволяйте нашим маленьким размерам обмануть вас. Мы очень серьезно относимся к нашему пиву, поскольку мы считаем, что пиво больше, чем просто пиво. Мы стремимся объединить как пиво, так и людей, которые любят его пить. Первый сорт, который мы сегодня попробуем, это Dogfish Hoppy Farmhouse Ale, янтарный фермерский эль. Другими словами, это охмеленный сейзен. В его составе купаж из 5 солодов: это Pale, Oat Malt, Cara Gold, Cara Aroma и Black. А также 3 хмелей: это американские Citra и Azacca и австралийский Vic Secret. В дрожжи использовались Mangrove Jack M29. Dogfish — это вымышленная рыба из компьютерной игры 90-х годов прошлого столетия, придуманная Томом Холлом, которая стала вторым из самых глупейших созданий во вселенной. Ведь она только что и делала, так это ела все, что движется. Содержание алкоголя в нем 5,4%, начальная плотность сусла не указана, горечь 24 единицы IBU, в составе вода, ячменный солод, овсяный солод, хмель, сахар и дрожжи. Бутылка емкостью 0,33, темного стекла, на этикетке изображение того самого высокого мака. На всех сортах схожий дизайн, отличие только в названии сорта и цвете самого цветка. В данном случае он красный. Такого же цвета крышка бутылки. Также указаны основные характеристики сорта, состав на нескольких языках, адрес пивоварни. Кстати, срок реализации пива 2 года. Слоган пивоварни в перевернутом виде «Пиво, кроме банального». Цитата американской писательницы Хелен Келлер, которая нам гласит: «Наука может найти лекарство от большинства зол, но она не нашла средств для наихудшего из всех – апатии людей». Ну и надпись «Смысл жизни Dogfish: плавает, плавает и жрет». Пробуем. Пиво оранжевого светло-янтарного цвета с довольно интенсивной карбонизацией, с хорошей высокой пенной шапкой бежевого цвета, устойчивой. Пиво туманное. Посмотрите, как это выглядит в бокале. И будем пробовать. Аромат довольно интенсивный, с выраженным некоторым солодовым профилем, легкими хмелевыми тонами травяного характера и классическими бельгийскими дрожжевыми фенолами пряного и фруктового характера. Здесь ассоциации с абрикосом и цитрусовыми. Апельсин, лимон. Вкус. Сразу хмелевая горечь довольно высокая, что, собственно, допустимо для сейсен. Она такая цветочного, травяного характера.
все же это Hoppy Farmhouse L, то есть охмеленный. Здесь цедра апельсина, лимона, тропические фрукты, манго, ананас, хвойные ассоциации, некоторая землистость. Солодовая основа совсем не доминирует, она в хорошем балансе с хмелевой составляющей. Фруктово-пряный дрожжевой фон дополняет и компенсирует этот баланс. Послевкусие продолжительное, в нем горечь продолжает свое развитие и, дойдя до кульминации, медленно утихает в полной сухости с перечными нотами. Более темные версии с сейзом, как собственно в нашем случае, как правило, несут дополнительный солодовый характер. Здесь этого практически нет, что мне очень даже импонирует. Основными отличительными характеристиками стиля являются освежающий профиль, хорошая сброженность и хмелевой характер, высокая карбонизация с шипучим характером и выраженный сильный характер дрожжей. И здесь все на уровне. Следующий сорт Cocoa Infused Brown Porterish. Судя по всему, это портер в американском стиле с добавлением какао. Называется он And Then Stuff Happens. Что-то типа и тогда случаются проблемы. Здесь купаж из 6 солодов, это Pale, Coffee Light, Chocolate, Cara Gold, Brown и Black. И 3 хмелей, американского Warrior и австралийских Vic Secret и Enigma. Дрожжи использовались Mangrove Jack M15. Содержание алкоголя в нем 5,5%, начальная плотность сусла не указана. Горечь 45 единиц IBU. В составе у нас вода, ячменный солод, пшеничный солод, хмель, дрожжи, сахар и какао. А именно пудра и дробленые бобы. Бутылочка емкостью 0,33 темного стекла. На этикетке все то же самое, только цветок уже голубой, как и крышка. Также на этикетке некие философские размышления на тему названия, проводя параллели с написанием неких историй. Текста очень много, суть я не совсем понял, посему подробно останавливаться не буду. Так, для заметки уточню, что мы имеем дело с пивом низового брожения. Пробуем. Ну, вы, собственно, видели, что произошло. Сейчас попробуем все-таки налить. Ну, собственно, такое здесь жестокое пенообразование. Пиво темно-коричневого цвета с очень высокой устойчивой пенной шапкой. Я ее никак не могу обуздать. Она разнородной структуры, бежевого цвета. Вот так это выглядит в бокале. Давайте пробовать. Здесь очень мягкий аромат. В основе жареные солода с некоторыми фруктовыми и смолистыми тонами. На фоне какао, кофейные и шоколадные ноты с намеками на листья табака. Вкус продолжает аромат шоколадно-кофейной солодовой мягкостью, с такими жареными нюансами. Здесь ассоциации с древесной корой, сухими листьями табака, лакрицы, горького черного шоколада, холодного зернового кофе. Хмелевая горечь хорошо выражена и несет травяные и землистые ассоциации. Хороший баланс, солод с хмелем не конфликтуют, даже наоборот они дружат. Тело среднеплотное, мягкой сливочной структуры. В гладком послевкусии в большей степени проявляются кофейные тона. Постепенно все уходит в сухость. Резюмирую. Портер со сложным и аккуратным солодовым характером темных солодов. Стиль все-таки ближе к американскому портеру. Наличие в составе какао-бобов как-то не особенно ярко выделяется, ввиду того, что оно напрочь поглощено богатым солодовым купажом. Над пенной шапкой нужно еще потрудиться,
что-то нужно делать с этой чрезмерной карбонизацией. При вскрытии отдохнувшей бутылки такого, собственно, не должно быть. Ну а по вкусовым качествам довольно-таки приличный портер в американском стиле. Следующим продегустируем We Heavy под названием Through Brew. Что-то типа прямой смеси. Так называемый слишком тяжелый шотландский эль с небольшим добавлением виски Глен Моррей из региона Speyside и некоего бурбона. Здесь купаж из 2 солодов, Pale и Roasted Barley. И одного хмеля, традиционного английского East Kent Goldings. Дрожжи Wist 1728, содержание алкоголя в нем 8,2%. Начальная плотность сусла не указана, горечь всего 20 единиц IBU. В составе у нас вода, ячменный солод, ячмень, хмель, дрожжи, сахар, ну и собственно виски. Бутылка емкостью 0,33, темного стекла. Этикетка типовая, но с зеленым цветком и крышкой. Также на этикетке традиционные философские рассуждения пивовара, на этот раз на тему бесед со своим внутренним викингом, который и вдохновил его на создание данного напитка. Из интересного, здесь срок реализации целых 4 года. Пробуем? Цвет темно-коричневый, медный на просвет. Карбонизация, судя по всему, спокойная. Пенная шапка практически отсутствует. Некая каемочка из мелких пузырьков по периметру бокала. Вот так это выглядит в бокале. Давайте пробовать. Здесь аромат карамельного солода с нотами чернослива и изюма, инжира и банана, тонами коричневого сахара, некими нюансами виски и какой-то сырости. Вкус. Здесь карамельно-солодовая сладость в основе, довольно сильная, доминирующая в балансе. Далее проявляются ассоциации с инжиром, черносливом и бананом, ореховые и древесные тона с мягким намеком на легкую такую поджаренность и коричневый сахар. Рядом тянется дрожжевая банановая кислинка, тело среднеплотное, алкогольная составляющая присутствует, но она как бы к месту. Компенсирует излишнюю, на первый взгляд, солодовую сладость. И это очень правильно в данном стиле. В послевкусии солодовая сладость продолжает мягко тянуться, оттеняясь чуть слышным прикосновением легкой хмелевой горечи с намеками на цитрусовые и леденцы, уходя в полусладкий финиш. Резюмирую. На мой взгляд, основные характеристики данного стиля, а именно богатую карамельную солодовость, компенсированную, или уравновешенную алкоголем, удалось правильно передать. Использование виски в данном случае не очень ярко отразилось на вкусе, но все же улавливается. А значит, это было не зря. И это хорошо. Подводя общие итоги, хочу сказать, вот что я люблю, так это когда все предельно честно. На сайте пивоварни подробно расписаны составляющие всех сортов, их основные характеристики, кроме начальной плотности сусла, и однозначное позиционирование стилей принадлежности. Это круто, правильно и смело, как минимум. Такая откровенность всегда подкупает и располагает. Каждый из представленных сортов в основном соответствует заявленным стилям. Причем в каждом из них заложена попытка персонализации. Я это называю изюминкой. И мне очень импонирует такой подход. Есть, конечно, небольшие недочеты. Портер нас подвел своей чрезмерной карбонизацией. Но все это ошибки на пути к вершине. Направление выбрано очень правильное. И, как говорится, не делает ошибок только тот, кто ничего не делает.
Компания Белбюртур в очередной раз порадовала меня. Респект ей за такие интересные находки. Кстати, они могут аналогично порадовать и вас. Информация о проекте, а также контакты сегодняшней пивоварни в ссылке под видео. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте перепосты. Будет интересно. Пока-пока, друзья.